Здорово, ктены, с вами Ктархон, это Hearts of Iron 4, и сегодня мы сыграем с вами за германский рейх в моде ННФ. Ссылочку на него вы найдете в описании. Но мы пойдем не по стандартному пути Рейнской области, либо же по свержению Гитлера, что есть в оригинале, а пойдем по третьему варианту, который не извезли, к сожалению, в оригинал, а именно убийство Гитлера. О, да, и, естественно, поход в коммунизм, где мы можем стать Коминтерн, либо же Социнтерн. Ух ты, какое название прекрасное. Да, в целом мы пойдем по нему и посмотрим, что же было бы в мире, если бы Рейх пошел по пути коммунизма. Всем приятного просмотра, надеюсь, вам это понравится. Чтобы как-то оправдать появление коммунизма в нашей стране, надо как-то соединиться с коммунистами, то есть с Советским Союзом. А единственным хорошим соединяющим камнем была бы Польша, поэтому... Польша, привет, дай-ка нам Данциг. Пожалуйста. Советы заключают договор с Германией. Это наш первый этап взаимодействия. Сейчас, смотрите, договор. А потом такие соединяемся и получаем еще и общую границу. Естественно, поток коммунистов в Рейх увеличивается. И да, это оправдано. Но, правда, еще надо воевать с Польшей и ее разделить. Здрасте, Польша, дайте Данциг мне, пожалуйста. 37-52 против 50. Ну, объявить войну, векселя минус, все минус. Ну, а мы погнали. Ну и чтоб не мелочиться, сразу же со всех направлений Германия вновь воюет, о нет! Первым же делом мы отрезали Данциг, ну а тут, сами понимаете, уже недолго. Падение Варшавы 20 ноября 1936 года. Уверенно идем, все. Польша сложилась как карточный домик перед нами. И это перемирие, по которому мы захватываемся регионом. Ну да, мы же Рейх, Гитлер такой решил все захватить, объединился с коммунистами, хотел по ним ударить, а в итоге коммунисты пришли к нему в гости. Такой наглый захват Польши не остался без внимания, и Гитлеру был подослан убийца, который сделал свое дело. Его, конечно, объявили анархистом и начали биться против анархистов и коммунистов в стране. Но вы ведь понимаете, откуда все корни растут, да? Что ж за страны все-таки сделали это дело, и кто же на самом деле боится мощного Рейха? Что же ждет дальше нашу страну? Отто Штрассер вернулся в Германию. Поддержка коммунизма, открытое решение Черный фронт и плюс политвласть. И вот он, Черный фронт, организация, основанная Отто Штрассером и выходцами из НСДАП, которые были не согласны с идеологией партии. Основные идеи организации – народный социализм, борьба с капитализмом, СССР как союзник против Запада, жизненное пространство для немецкого народа, отсутствие преследования евреев. И у нас есть пропаганда штрассеризма, переманить национал-социалистов и подкупить демократов. Вот так вот. То есть мы можем как поддержать Штрассера за 0,15 коммунизм нам это будет давать, а также можем просто уменьшить поддержку нынешней партии. Вполне себе интересно. Пока здесь решались дела с коммунизмом, вдруг внезапно произошел аншлюз. Да, Австрия решила присоединиться. Получим политвласть, мировую напряженность много, зато поддержку войны, базовую стабильность и векселя у нас там меняются. Правда, у нас уже их нету. Мюнхенская конференция. Это исторический день для Германии. Получаем к себе Судеты. У нас делается переворот Штрассера. И вы не поверите, но даже сам Йозеф Геббельс согласился работать страссеристами ради блага Германии. Даже Геббельс, мастер пропаганды, этот батька, согласился пойти за коммунистов. Вот так вот делает соседство с Советским Союзом, Рейх постепенно красным. Да, Германская социалистическая республика. ГСР. Знакомьтесь. И вот такой вот прекрасный флаг. И вот он, знаменательный день для всего мира. СССР и Германия подписывают пакт о ненападении. 13 января 1938 года в 22:00 по немецкому времени. Судьба Чехословакии. Да, мы, конечно, делаем Словакию марионеточным государством. 6 июля 1938 года. Встреча с Молотовым. Представители двух великих стран встретились, дабы 20 политвласти получить. Неплохо. А теперь перед нами важный выбор. Социнтерн, либо же Коминтерн. Но так как это новогодний выпуск, то все-таки в подарок вам я сделаю Коминтерн. Альянс вместе с Советским Союзом, дабы мы вместе покарали Европу и этих чертовых демократов. И не надо говорить, что это слишком легко. Даже против Советов воевать тоже легко, вы-то знаете. Лицезрите сию красоту. Единый и большой Коминтерн. Антибольшевистский союз Великобритании. Ежедневная поддержка коммунизма минус поддержка войны плюс и согласие с демократами и фашистами. И также с нейтральной
декламатией. Ух ты ж! Я так понимаю, это должно еще распространиться куда-нибудь, кроме Соединенного Королевства, хотя Америка еще такое не приняла. Зато знаете, что классно? Военный план черный. Да, да, да. Но прусскую угрозу он не сможет сделать. Пока что. Антибольшевистский союз, кстати, даже на Италию повесили. Интересно, а на Японию он есть? Нет, Япония к коммунизму пока нейтральна. Но на Италии и на ВБ одинаковые вещи висят. В то время как Франция типа такая: нет, спасибо, у меня коммунизма хватает. Берлинский договор. Ой, ой, ой. Как много всего-то. Выпьем за наших товарищей. Мы получаем рост политической власти, стабильность, поддержку войны и время на оправдание цели для войны. Что такого у нас тут? Также секретный протокол к этому договору разделяет сферы влияния в Восточной Европе. В сфере влияния Советского Союза будет Финляндия, Прибалтика, часть Польши, по границам Западной Беларуси, Западной Украины, Румыния, Болгария, Турция. Остальные страны входят в сферу влияния Германии, то есть Западная Польша, Чехословакия, Австрия, Венгрия, Югославия, Албания и Греция. Окей. О нет, раздел Польши, нет, нет, нет. Всю Польшу все-таки отдали советам пополам. Ну ладно, мы же братья, друзья, как же иначе? Конечно! Я тут завоевывал, а вы вот какую территорию забирать? Ух. Венская конференция. На Венской конференции стран Балканского полуострова представители разных государств обсуждали угрозу фашизма в регионе, а также пути решения данного вопроса. Некоторые страны поддержали идею принудительного вмешательства в дела фашистских стран и тех, где фашизм является достаточно популярным. На данный момент мы можем сделать смерть фашизму и выдвинуть ультиматум Венгрии и Болгарии. По-моему, это единственный вариант сейчас, который есть смысл, потому что больше из этих стран никто никуда явно не пойдет. Болгария приняла требования, в то время как Венгрия отказалась. Вот Болгария приняла требования. И что нам от этого? У нее все равно поддержка влияния фашизма висит, и какой в этом толк? Ну, а Венгрия, естественно, отказалась. Я не особо горю желанием, конечно, с Венгрией что-то делать, но раз она хочет войны, то она ее получит. Да, даем ей войну. Я надеюсь, сюда никто, кроме Венгрии, не влетит. Ну, я тоже в это верю. А то как-то, знаете, воевать еще с кем-то очень не хочется. Ну а пока давайте переворот Петра II в Югославии устроим. А Венгрия скоро станет нашей. Все, с Венгрией все закончено, и мы можем немножко поразвлекаться, сделав ее своей марионеткой. Правда, все равно усиление фашистов осталось, и это выглядит, ну так. А вот он и переворотец. Здравствуй, Петр II. Ежедневная поддержка коммунизму плюс 0,05 и коммунизм согласие с дипломатическими действиями плюс 50. И он в нашем альянсе. И это было как-то легко. Югославия теперь тоже наша. Второй венский арбитраж. Передать Венгрию Северную Трансильванию, либо же всю Трансильванию целиком. Давайте сделаем это. Правда, Румыния нас, скорее всего, кинет, но посмотрим. И Румыния отвергает наше решение. Воля Германии должна быть соблюдена. Да. Я бы с радостью это сделал, если бы здесь не было Великобритании. А так, Румыния, живи пока. Литва дает нам мемель. Мелочь, но, извини меня, пожалуйста, мемель останется моим, а не твоим, Советский Союз. Пакт о ненападении с Соединенным Королевством. Ну окей, давай, я не против. Италия обосновывает войну против Югославии. Ну, пускай попробует. Тут как бы звучит гарант от ВБ. Мелочь, конечно. Ну давай, Италия, я жду. Советский Союз постепенно поедает Прибалтику. Ну ладно, мы с ним же разделили эту сферу влияния. Упс, мне кажется, кто-то не успел сходить на Югославию, нет? Да, жалко, но Муссолини больше нету. Виктор Эммануил теперь здесь у нас есть, а также Итальянский Союз, у которого, кстати, с чего сотка? Охренеть. Охренеть просто. Так. Пакт о ненападении и начать ленд-лиз. Давайте мы ему поможем. Да. Полтинником этого, полтинника того. Ну, то есть, знаете, по мелочи. Посмотрим, смогут ли они теперь победить. В этом, на самом деле, самый большой вопрос, потому что это как бы гражданка, и, может быть, они и не смогут. Но поверим в хорошее. А вот и наши танки пришли, чтобы посмотреть, что да как здесь, а здесь все... Ой, как классно. Здесь и без моей помощи, мне кажется, справятся. А вот и окружение, кстати.
Я на самом деле не ожидал, что искусственный интеллект сможет сам такое провернуть. А ведь сделал. Зараза, сделал. Я взял Палермо. И получается, в этой войне остается совсем немножко, да? Да, еще бы взять Рим, и тогда будет победа. Но Рим пока в ожидании. Ура! Вот она. Прекраснейшая Италия. Которая, кстати, пока без альянса. Но я думаю, в скором времени она к нам придет. Судьба Эльзаса. Начинаем сей прекрасный фокус. И да, коммунизм во Франции уже 56%, но коммунистов все никак не видно. Франция отвергает наш ультиматум по Эльзас-Лотарингии. Но тут ничего не остается. Война. И нам надо ход конем, собственно, Нидерландам, Бельгии и Люксембургу, чтобы войну еще объявить. Давай. Да, Соединенные Штаты Америки присоединяются к альянсу союзники, потому что Япония объявила войну. Объявляем войну Нидерландам. И да, я знаю, что против нас ворвутся они в союзники, но что поделать. Главное, что Бельгию сразу же не объявлять войну, дабы успеть захватить Нидерланды спокойно, подготовиться к Бельгии, а потом быстренько схавать ее. Нидерланды капитулируют. Объявляем войну Бельгии. И да, здесь мы тоже уверены и быстро прорываемся. А еще надо объявить войну, да, Люксембургу. Ну а как без этого маленького, славного города жить нашей империи? Все, Люксембург забрали. Теперь бы осталось еще Бельгию добить, но здесь пока держатся. Бельгия минус. Двигаемся дальше. Ну, конечно же, Финляндия. Угу. И Советы теперь воюют. Замечательно. Несмотря на достойное сопротивление, французская граница все-таки постепенно ломается. И мы продвигаемся далее. И благо, да, у нашего противника 60 тысяч рекрутов. Так что это для нас не должно быть особой проблемой. И Советы хотят нам 31 дивизию отправить. Спасибо, Советы, но руководите ими сами, ибо вы можете. Пал Париж 1 июня 41 года. Да. Бедная Франция. Но у нее ничего не выходит. Она даже контратаки принимает. Но потеря 30 тысяч остатков как бы говорит нам о том, что все. Хотя да, я тоже убил немало. Францию 200 тысяч почти. Очень много. Но это нужно. Я же быстро атакую. Вот главное блицкриг своеобразно привести коммунистический, а дальше вся Европа красная. Да, французы держатся достаточно годно и долго. Ну, да. Прям немножко, знаете ли, вымораживает такая их серьезная оборона. Хотя, что нам переживать? Французы почти капитулировали. Я даже Мажино прорвал. Их столицу. Но, когда атакуют столько дивизий, особенно танковых, то все. Франция готова сдаться. Вы думаете, я забыл о такой прекрасной стране, как Румыния, которая отказала нам? Конечно же нет. А заодно я здесь гарантирую теперь независимость Дании, шведов и Норвегии. Если они станут коммунистическими, то да, они войдут к нам в альянс. А пока я могу сделать пакт о ненападении, пакт о ненападении, пакт о ненападении. И да, за альянс отвечает все-таки Советский Союз. Жалко, что он не может никого призвать. Ну давай. Объявляем войну. Румыния, извини, но нам пора с тобой прощаться. Кажется, здесь небольшое окружение. Ха! Да, мы тут вместе с Югославией, кстати, очень так неплохо пробрались и сделали окруженницы. Мы молодцы, что еще сказать. Румыния, к сожалению, выбрала не ту сторону, надо было соглашаться с нами, и все. Она бы сейчас сидела спокойно, мирно, ее бы никто не трогал. Все, Румыния капитулировала. Возрадуемся этому событию, а еще тому, что Советы почему-то забрали мои регионы. Алло, дайте мне немножко Румынию. На Бессарабию я тебе отдам, все. Мы, конечно, делили что-то, но военный вклад мой, знаете ли, выше, поэтому извини. А, этот не отдаст. Хорошо. Давай передать регион, Северная Трансильвания, вот так вот. Все. Я почти собрал Венгрию так, как я хотел ее изначально собрать. То есть Венгрия получила свои национальные территории. Молодец, а я получил нефть. Как такое может работать? То есть у него видно стрелочка, этой ветви являются взаимоисключающими. Он пошел по политическим реформам, пошел в интернационал, но как он теперь может стать маяком свободы? Нам доступна цель войны против Швейцарии, дабы сделать ее марионеткой. Давайте это и сделаем. Объявим войну. Извини, Швейцария, но твое время прошло. Югославия объявила войну Болгарии, и да, Болгария вступила, как это ожидаемо, в союзники. Ну а мы начали ее давить со всех направлений. Хотя Югославия, да, все-таки будет быстрее. Болгария капитулирует, и Югославия на нас немножко обижается, да, за то, что мы забрали ее территории. Давайте ей передадим все-таки эти земли. Она их хотела.
Теперь должна обрадоваться то, что получила столько территорий. О боги, да. Всю Болгарию. А мы в ответочку попросим у тебя только одну проволочку. Во, молодец. Которую мы сразу же, кстати, передадим Венгрии. Да, я знаю, что она не ее национальная, но просто пускай у нее будет немножко фабрик, чтобы Венгрия себя чувствовала получше. Хоть 30/27, прощай. Извини, Швейцария, но ты моя. Все, на этом видео подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Ну и так как это выпуск новогодний, то желаю вам счастливого Нового года. Чтобы сбылись все ваши мечты, а там сами придумайте, что за мечты загадать. Надеюсь, вам это видео понравилось. Поддержите его лайком, подпишитесь на канал и также оставляйте свои предложения по поводу того, за какие страны сыграть в будущем. Всем пока-пока и еще раз с праздником.